Здорово, танкисты! Всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. И сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры «Мир танков» от Let's Game. Сегодня у нас на обзоре советский тяжелый танк, акционный, за жетоны боевого пропуска, объект 3 топора, 3 семерки, вариант 2. Да, с центральным расположением башни. Многие уже давно охаяли эту машину, но я с этими мнениями, наверное, со многими все равно не соглашусь. Машина на самом деле играбельная. Вот, и почему я так считаю, как раз сегодня вам-то и расскажу. И прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под этим видео и подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. А мы с вами отправляемся в изучение, в плавание изучения этого, собственно, агрегата. Нужен ли он за жетоны или нет. Начнем, конечно же, с бронирования. Итак, господа, коллижн модель наших 3 топоров. Ну и давайте начнем с корпуса. НЛД 218. Ага, 200, 204. Центральная часть между НЛД и ВЛД 230. От переда чутка рамбанули. И у нас уже в приведенке 260 и все такое. Попробуйте, пробейте без голды. Неплохо. Касаемо НЛД на самом деле неплохо. Теперь ВЛД. Ага, 288, здесь 367 рикошет, люк мехвода 297, 300, ну, лютая ВЛД, очень хорошая броня. Вот здесь вот закрывает щель между корпусом и башней такой выступ еще у нас в 388, здесь в 508. Угу. Башня у нас сферического типа. Ослабленные зоны вот эти в 273, 2 пятака. Ага, попробуй сюда еще попади на самом деле. Все остальное 300 плюс 400, 600, 700, 390, 500. Все, башня. Ну а куда? Здесь уже планка рикошет 126. Люк 165. Но он очень тоненький на самом-то деле. Чуть-чуть ниже стрельнули, попали сюда. Стрелять этому танку в этот люк бесполезно. Очень тяжело попасть. Нижняя часть вот этого тоже рикошет. Верхняя очень узкая. Выцелить, попасть тоже невероятно сложно. Касаемо борта 135, вверху 115 и чуть выше там уже 200. Короче, ставим от борта. У нас борт снизу прямой, здесь чуть-чуть гнутый. Поставили от борта, все, стоите, на вас никто никуда ничего не пробивает. Все зашит, подбашенный цилиндр тоже. Вот такая вот броня. Все говорят, ой, плохой танк. Ни хрена себе бронирование. НЛД зашитое, ВЛД зашитое, а по башне тоже вопросов нету. Сплошная лютая броня. Так что, ребята, вот такое вот бронирование. Так, с броней разобрались. Она на самом-то деле впечатляющая. Теперь давайте глядеть орудие. Пушка 10 левела. 122 миллиметровка, альфа 440, приятная, 258 пробития на основном, 340 на голде, ни хрена себе. Заряжается пушечка 14 почти секунд на стоке, ДПМ 1900, да, точность тяжелого танка 0,42, время сведения 2,9 секунды. Вот этих два параметра очень сильно омрачают ТТХ этого орудия на самом-то деле. Касаемо полевой модернизации. Вездеходная ходовая во втором блоке. Вот. Здесь я бы, наверное, качнул все-таки, даже не знаю, на точность. Ну, прям сведение портится вообще. Ну, точность дерьмо. Ну, с такой броней это все-таки танк ближнего боя, поэтому... Да. Ребят, либо ничего не качать в 4-м блоке. Вот, либо ничего не качать, либо, наверное, все-таки на точность, наверное, не знаю. Наверное, на точность. Звукоизоляцию в 5-м блоке. Здесь максимальная скорость вперед, повороты башни. Вот здесь ничего не качайте. Вторым слотом, наверное, лучше все-таки взять огневую мощь. Потому что у нас комплект оборудования это стандартный, закалка, досел и стаб. По снарядам. Основной бронебойный летит почти косарь 940 метров в секунду. Нормально, кумулятивно 920 летит, тоже сойдет. По снаряжению вечная ремка, аптечка и ставите автоматический огнетушитель. Я пихнул до паёк. 4 члена экипажа, перки наблюдайте перед собой
таблички. Теперь касаемо плюсов-минусов машины вообще. Нужна ли она нам за жетоны? Продолжим диалог дальше. УВН у нас даже не минимально комфортный. Для меня это -7, здесь -6. И это, конечно, плохо. Это болезнь всех совков. Но у нас все равно сочная альфа. Пушка заряжается уже меньше 11 секунд. 10.92. Что уже неплохо для такой альфы. Вот. Ну, учитывая бронирование, повторюсь, это танк ближнего боя. Поэтому параметры время сведения и точности орудия, они здесь достаточно посредственные. Вот. По ХП 2040 вполне себе сойдет. По мобильности 40 вперед, 15 назад, почти 15 лошадей на тонну. Тоже для такой брони это норма. По обзору 400, кстати, 28 метров. Чуть выше, чем у одноклассников на 9 левеле. Вот. Ребята, тачка играется исключительно от брони в упоре, а не где-то из кустиков или из-за спин союзников. Это танк прорыва. И играть на нем надо как на танке прорыва. Хотя иногда можно и поаккуратничать. Особенно если видите какой-то кривой сетап, либо ваши союзники как-то себя неадекватно ведут. Предлагаю уже отправляться в бой. Давайте поглядим, пощупаем, посмотрим, собственно, на что эта машина способна. Погнали. Так, господа, обзор боем у нас. Объект 3 семерки, вариант 2. Советский тяжелый танк 9 левела, акционная машина за жетоны боевого пропуска. Вот, поедем сейчас избивать врагов. Нам бы фазу побыстрее слить, а с остальными мы разобрались бы. Но фаза такой себе конкурент, скажем честно. Да. У нас неплохая подвижность, но у нас определенные проблемы советских тяжелых танков, да, плохой УВМ. Силуэт низкий, много у нас на разных картах укрытий для тяжелых танков, особенно, ну там на любых есть, а в городах к привычным камням подъезжаешь на этой машине, а ты даже не можешь через это укрытие стрелять, потому что танк низкий. Поэтому, играя так, ё-моё, а чё сюда никто не поехал? Броня не побрита. Броня не побрита. Ты. Чё там будешь выезжать, нет? А я вот не попал. Такое вот точное орудие. Блин, ну устал ты, конечно. Как сейчас пожалеть, что Антон поехал? Вот. Ису дали, но Ис-то он картонный. Ой. Ты, Центурион приехал. Надо спасать. Но мы ее не спасем. Он не один тут. Колыван тут еще.
центра их наяриваем. Все, наши сушки конец. А кто слушал, молодец. Вот. Все, а этот навоевался. Ага. Умник. Здорово, Колыван. Здорово, Колыван. Долг ты тут будешь? Это хорошо. О! Арты нам только... Вот, все. Так, надо отсветиться и подкрасться, так сказать. Сейчас борта как угостят. Только зря разрядился. Пока-пока. Привет, привет. Пока-пока. Я буду долго ждать звонка. Оп! Арта охеревает. Арта охеревает, так и дальше будет охеревать. Барабанные особенно. Все. Фазулечка, привет. Оп, мимо. На арте. Все, разобрались. Нападаем. Ну сколько? 3200 дали. Маловато, конечно. Вот еще. Настреляли. Ладно, сойдет. 3К настреляли. Что-то там насветили. Як 4 бы сделать, как положено, что называется. Но вряд ли я еще тычку дам. Их сейчас там наши-то заклюют. Он 54 летит. Блин, тысячку бы нам еще, а, ребят? Ну, не уверен я. Нет, тычку дали, гля. Все, мы крутые. Ладно. Тычку дали, получил сколько? 3800, почти 3900. До 4К суммы сотки не хватило, сойдет. Хороший ли это аппарат? Ну, такой. Броня, кстати, на самом деле неплохое, но мне на нем пушка не нравится, на этом агрегате. Совок, одним словом. Вот. Плюс, я говорю, очень часто вот привыкнешь на высоких тяжелых танках играть, какие-то укрытия едешь, а ты банально даже там просто не можешь свой нюх высунуть, чтобы там увидеть. О, кстати, первое место заняли. Мы молодцы, 4 фрага, первое место. Вот, а выехать там, наехать на укрытие, свеситься не получается, у нас выенов не хватает. Вот. Но в целом за бронирование, за то, как он может держать удар, этому танку можно плюс поставить и, в принципе, за жетон его в коллекцию забрать. Но явно не в первых рядах. Да, это факт. Эту машину надо брать там 5-й, 4-й, 5-й, 6-й. Но не раньше. Там есть более интересные за жетоны танки. Ребят, кто взял 3 топора, расскажите свое фи, либо ах. Нравится, не нравится, какое вы на нем используете оборудование. Конечно же, пробивайте лайк под видео, подписывайтесь на канал. Но я говорю, до скорых встреч.
Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.